Девочки, дорогие мои, сегодня у нас для вас такой замечательный жених. Вы посмотрите все видео до конца, потому что там, в принципе, вся информация есть, какой он классный, красавчик. Я сейчас покажу на экране вот его фотографии. Дайте нам знать, вообще, какой имидж вам нравится больше. Вот этот, который сейчас на экране, или же тот имидж, который вы сейчас видите. Девочки, познакомьтесь с нашим шикарным женихом Бобом. Это мое просто удовольствие познакомить вас сейчас с ним. Alright, so Bob, here you are, our handsome man. Thank tall, you. in such a shape, such a man. You're a quite beautiful woman yourself. Bob, so listen, a few questions I have for you. So, first of all, where you are right now? I'm sitting out on my patio in the back of my house in West Palm Beach, Florida. So you live in West Palm Beach. Боб сейчас, он сейчас на улице находится своего дома. Он живет в Вест Палм Бич. Вест Палм Бич это во Флориде. Очень красивое место. Самое дорогое место во всей Флориде. У нас там проходили раньше туры любви, поэтому я отлично знаю это место. So it is really tropical, beautiful, and palms and ocean and warmth, right? Very much. It's a beautiful place. Going out of here, Palm Beach is not very far away. It's about 8 miles to the beach. 8 miles to the beach is beautiful. Wow. A 15-minute ride in the car. Big deal. То есть Боб вообще живет в 8 минутах от океана. То есть океан, там теплый океан, тропическое место, пальмы, белый песок. Это просто вообще очень романтичное, красивое место. I have to introduce you to Romeo. Who is Romeo? Oh, wow! That is such a cute thing. My goodness. So that is a boy, huh? Romeo. Yes, boy, yeah. Okay, so she must love dogs. Juliet. Yeah, he's 9 years old, so he's got a few years left. Oh, this is so cute. All right, so we're looking for a woman who loves dogs, but I mean, who cannot love such a cuteness? Oh my goodness. Yes. Так что мы ищем девушку, которая любит собачек. Ну как же не любить такую прелесть, правильно? Ой, какой красавчик, Ромео. By the way, I wanted to show the pictures. We actually already showed the pictures of you having the goatee, and you now shave it off. So, we're gonna ask the ladies at the end what they think, which image they actually like more. As soon as I retire from the fire department, it'll come back again. Мы показали фотографию Боба, где он был в готи, вот у него такое оформленное лицо, и сейчас он это все сбрил. И я говорю, мне интересно вообще, что вы думаете, как он лучше смотрится, вот именно с тот имидж или где он сбритый. Мне лично нравится, когда у него вот эта волосистость вокруг была, goatee называется. Вы нам дайте знать, что вы думаете по этому поводу. Okay, so tell me about your work. What do you do for a living? I'm a firefighter. I'm actually a captain with the fire department. I've been on my job now for 35 years, and I love my job. I've said that every day my whole career. I love my job. It's quite rewarding what I do. I have some really good stories that have gotten me through the bad times, because obviously in the type of job I have, I'm a firefighter, I'm a paramedic, I'm a captain in charge of all the guys at the station. Боб у нас вообще, у него сейчас правительственная работа, он пожарник, то есть он капитан, вот главный, вот это вот, я вам расскажу про правительственные работы вообще в Америке, это очень привилегированная работа, правительство работать, и Боб, он у нас вообще капитан, и, то есть он главный там вот во всей этой организации. Вообще правительственные работы вот здесь вот в Америке, то есть Боб вообще он зарабатывает такие же деньги, как вообще успешный бизнесмен. Okay? Правительственные работы, это считаются, у них отличные бенефиты в плане там страховок, в плане взятия там кредитов на или недвижимость, или на бизнесы и так далее. То есть у них очень-очень много разных бенефитов, и они получают очень хорошие деньги. Боб, он очень хорошо зарабатывает. И у него уровень дохода такой же, как вот у такого хорошего бизнесмена. Okay, so why did you choose I know, when we're translating into Russian, it's like, this is a English phrase. Oh, break it up, hang on. Yeah.
Okay, So you're back now. this is like an English phrase, and the Russian phrase would be like this. I was like, I don't feel like I said that much the last time. Боб на меня так смотрит, я говорю, вот то, что по-английски говорится, оно вот такое короткое, на русский переведешь, оно вот такое вот. Exactly. Он думает, блин, я ж такого же не говорил вообще. No way I'm learning Russian. There's no way. You don't need to. Your woman is going to speak English, so it's all perfect. All right. So why did you choose this profession? Because that is really unique. Yes. Well, actually, it started out, I was, in my younger days, I was dating a nurse. And I started working in a hospital in the emergency room as a clerk doing the registration, checking people in and that kind of stuff. And I made really good friends with one of the paramedics that worked there in the emergency room. And he got me very interested in the medical side of things. So I decided to go to school and got through that no problem and started working on an ambulance. And as a paramedic, so you have a medical degree as well. Okay. Uh-huh. And I did that for a couple of years and then decided to go to fire school and become a firefighter as well. Because in Palm Beach County, they do both. They have firefighters and paramedics. We go in fire trucks and the rescue. So 28 years, right? You've been working there? 35. 35, да. Я Боба спросила, почему он выбрал эту профессию. Он говорит, знаешь, у меня, говорит, я давным-давно, то есть у него были отношения с девушкой, которая была медсестра. И он говорит, я, говорит, просто, говорит, вначале ему понравилась эта работа, и он получил образование медика, то есть он работал как парамедик на скорой помощи, то есть у него еще медицинское образование. Вот. А после этого, уже после нескольких лет работы, то есть он получил образование, он работал несколько лет, а потом он решил получить образование пожарника. И вот сейчас вот он работает, но он работал и парамедиком, у него медицинское образование, и он работает сейчас уже и пожарником. Правительственные работы, они позволяют рано выходить на пенсию. То есть он уже 35 лет работал, ему осталось пару лет, и все, у него полная пенсия. Полная пенсия это что? То есть они получают, у них пенсия это эквивалент их зарплаты, которые они получают на данный момент. Вот, то есть это очень-очень хорошие, стабильные и немалые деньги, которые они получают всю оставшуюся жизнь. Им ничего делать не надо. Плюс они могут продолжать работать и зарабатывать больше еще денег. То есть это вообще иметь отношение, быть женой вообще с человеком, который вот в правительственной работе, это классно. Okay, so let me ask you a question. So you have this government job, and you at the same time you kind of have a creative side about you, right? I do. I like photography. My father owned an advertising agency in my childhood and taught me photography, and I did some work for him. And I was enjoying that until I got into the paramedic firefighting thing, and I just kind of put that on the back burner, and it became a hobby of things that I did when I traveled. I take a lot of pictures. But now as retirement gets a little closer, I've been following a photographer that's inspired me to do some. То есть у Боба, у него еще такая творческая жилка. Он вообще с раннего детства, потому что у него папа этим занимался, и Боб этим занимался, пока он был ребенком. То есть у него творческая жилка, он занимается фотографией. У него, мы сейчас пройдемся по его дому, вы посмотрите его дом, у него там даже маленькая такая студия есть. Вот, то есть это его страсть, но у него, он со мной поделился, у него настолько вообще классная идея, как он хотел, как он собирается развивать бизнес. But can you show us, like, real briefly around your house? Where you're gonna bring your home at this place? Okay, so just grab the computer. My beautiful house in South Florida. That is really gorgeous. This is my patio. Okay, так, это вот у него задний ярд. То есть здесь, видимо, все, это, these are the screens, right? Say again? Those are the screens. Yes, I live on a preserve, so I have nothing but trees around me. То есть вот это вот то, что вокруг, это все сетка там загорожена. Okay, so this is the living room. Beautiful. Beautiful. Big screen TV. And look at this. Do you play guitar? I'm trying to. I just bought it about 3 weeks ago, so I'm trying to learn a little something. Beautiful kitchen. Do you cook here at all?
Of course, I'm a fireman. We always cook. So you know how to cook, huh? Oh, very much. Okay, and this is like your little setup for the studio for the photography, right? Correct. Wonderful. So this is the bedroom. Show us the bathroom. Okay, so we are in the bathroom. So this is master bath, Yes. right? Yes. То есть это главная ванна вот в комнате в спальне. That's very spacious somewhere here, don't you? I do. There's It's a quite little, messy. да, это маленький такой офис здесь у него, где он тоже работает. И еще у него есть 2 дополнительные комнаты. And you live there by yourself, right? There's nobody else lives. I do. Это гостевая комната. Он вообще там живет один. Никто с ним не живет. But thank you so much for showing us around. Really beautiful house. You know, there's plenty of room for, you know, for your lady. That's for sure. Okay, so let me ask you a question. Why did you choose the photography as your hobby, and your, you know, additional business, basically? When I was young, my father taught me photography, and I worked for him in an advertising business. And then when I became a fireman, I kind of put that to the side, and I became a fireman, and I've expanded in my career there and become a captain. And now that retirement's getting a little closer, I still have that passion for photography, and I'm following a photographer that has created a business to empower women. Empower women. Yes. And, the target audience is women that, you know, have families and they take care of their kids and they don't really spend a lot of time on themselves. And I want to bring them into my studio and do hair and makeup and make them look beautiful and dress them up in a nice style and take their pictures, send them out on a date with their husband that night. And they come back to look at those pictures, they look at them and go, There would be the husband. Honey, I really love the way you look. I really like the way you look. Когда я у Бобы спросила, говорю, откуда вот вообще такая страсть к фотографии? Ну, он сказал, говорит, папа у него, то есть он еще с детства занимался фотографией, но потом он начал работать вот быть пожарником и так далее, то он отложил это все в сторону. Но я его спросила, почему вот это вот, откуда у тебя вот это вот желание заниматься фотографией. Он говорит, я, говорит, хочу этим заниматься, я этим занимаюсь, и он развивает бизнес для того, чтобы дать уверенность женщинам, чтобы дать им силу, веру в себя. И каким образом он это все делает? То есть у него полностью есть сервис, который делает нас красивыми. То есть он человек, который знает, что можно создать красоту и веру в себя с нуля совершенно и создать вообще шедевр. Вот. И когда он запечатляет это на фотографии, чтобы женщина чувствовала такую уверенность, что она и пошла там на или свидание, или со своим мужем на романтический ужин, чтобы она чувствовала себя на все 100%. I have so much appreciation for women's beauty, and I love to be able to bring that out in a picture. One of the things I think about when I was a kid, my mom used to take lots of pictures of me, but going back after she passed away, I really didn't have a lot of pictures of her because she was never in the pictures. It was always pictures of me and my brother and my dad. Это помогает ему и понимать женщину, и понять все вещи, через которые она проходит. И он сказал, говорит, ты знаешь, говорит, у меня откуда это пришло, это то, что из моей семьи, то есть мама постоянно тоже фотографировала их всех, она вот семью фотографировала и так далее, то есть много фотографий семьи, где он запечатлен, отец, то есть семья, а мамы там не настолько на этих фотографиях. Но он говорит, когда она ушла из жизни, я на эти фотографии смотрел, я думала, где же мама, моя красивая мама, она должна быть на фотографии. Я не хочу, чтобы у женщины был такой опыт, чтобы у нее, наоборот, чтобы она была на фотографиях красивой, с семьей, то есть чтобы она чувствовала себя сильной, уверенной в себе. И вот этот вот, то есть идея, над которой он работает, которую он развивает бизнес, она вот соединена во все эти компоненты. Так что у Боба, у него просто шикарная идея, которая
я уверена, что очень сильно понравится любой женщине, которая или занимается бизнесом, или которая работает в индустрии красоты, любого плана индустрии красоты. Является ли это дизайнер одежды, или парикмахер, или мейкап-артист, то есть все вот эти вот вещи, это действительно, они это оценят. All right. Bob, you know what? In my opinion, I think the men like you, who really protectors like you are, the men who also have this understanding of women, you really create wonderful husbands, the type of men that the women are proud of to call their, this is my man, this is my husband. I'm a very sensitive man. I treat a woman with respect and love, and I'm not one of those macho guys that spends all day with his friends watching football. I like to spend time with my wife, my woman, whoever, and just enjoy each other. Yeah. Я сказала, говорю, то, что Боб это действительно такой парень, который та профессия, в которой он находится, они выбирают эту профессию, потому что они хотят помочь, потому что они хотят защитить. То есть у него такое альфа-качество в нем, во всех пожарниках, и в полицейских, и в пожарниках они развиты, что защитить семью, защитить женщину. И в нем точно так же развиты вот эти качества понимания женщины. Такой парень, как он, мужчина, как он, действительно сделает шикарного мужа. И он готов к серьезным отношениям, он готов взять на себя вот эту вот ответственность. И он хочет пройти по жизни со своим партнером, настоящим партнером по жизни. But couple of words for her, you know, while she is watching right now. Couple of words for her. My future beautiful wife. I long to meet you here in beautiful South Florida. I want to feel that love and be loved, give my love to that woman again, and just enjoy the rest of my life with that woman. Grow together and build together and build a beautiful relationship, and be able to do some traveling and go see the world and just enjoy each other's company. Я попросила Боба, чтобы он пару слов сказал. Вот сейчас тебе, ты смотришь на него, и вот он сейчас разговаривал с тобой. Он сказал: моя будущая любовь. Я, говорит, жду тебя. Я готов к отношениям во Флориде. У меня есть все для этого. Я жду тебя, встречи с тобой, путешествий вместе, развиваться вместе, быть счастливыми вместе. Боб вообще действительно уникальный мужчина. Я еще раз повторюсь, тот уровень дохода, который у него сейчас, мы просто не будем его озвучивать, но это эквивалент тому очень хорошему уровню дохода любого бизнесмена. Так что и у Боба все уже распланировано тоже на будущее. Bob, that is such a wonderful presentation. I just have one last question for the women, okay? Девочки, шикарный парень, последний вопрос для вас. Вот мы сейчас поставим, вы сейчас Боба увидели, посмотрите вот сейчас фотографию на экране тоже есть. Дайте ему знать, какой имидж вам больше всего нравится. Вот этот вот с бородкой или вот так, как сейчас. You know me. I know what you're talking about. I'm going for the goatee. I love my goatee too. То есть дайте ему знать вообще, что вам больше нравится. Вот это вот с бородкой или когда он побритый полностью. Это будет отличный вариант, чтобы начать разговор. Напишите ему письмо и дайте нам знать, дайте мне знать о вашем интересе. Боб у нас готов к серьезным отношениям. Он, кстати, будет присутствовать на нашем туре нашей вечеринки любви, которая будет в Лос-Анджелесе вот в апреле, где мы планируем ему уже подобрать самую идеальную девушку. Разумеется, если до этого времени он не женится, да? So I told everybody else again. Yeah, so I told everybody that you're going to be participating at our event in April, unless, of course, you are married before that. That will be a different story, right? So if that happens before April, well, you're not going to be. I actually booked my ticket and hotel today. You did? All right. Okay. Super. You might need to cancel it if you get married before April. Hey, right? You might still go there just to go see LA and with everybody. Yes, introduce your future wife to come. Come together.
Да, то есть Боба уже забронировала билеты и полет свой, так что он будет у нас, сегодня все запланировал, и он у нас будет в апреле принимать участие в наших знакомствах. И я ему сказала, говорю, ну если только ты не женишься. Он говорит, слушай, ну если женюсь, тогда мы вдвоем прилетим, просто чтобы с вами, с ребятами провести время. You were going to say something. I was also thinking that should that happen before the event, I would still have to come there just to meet you and thank you. Absolutely, just to say hi and hang out with us. Absolutely. Он говорит, я, говорит, однозначно, говорит, прилечу туда, даже если я, говорит, женюсь до этого времени, за следующие 1,5 месяца, говорит, в любом случае мы вместе туда прилетим, чтобы сказать привет всем. Отлично. Bob, thank you so much. So we will be working very, very hard on getting you this ideal woman in a very short period of time. Какой красавчик, да? Просто молодец. Боб вообще очень серьезно настроен на отношения, встретить правильную женщину в своей жизни. Так что дайте нам знать о вашем интересе и дайте нам знать ответ на то, какой вам имидж Бобе нравится. Вы можете ему написать письмо напрямую на веб-сайте, ID его вы видите здесь, вот видели на видео. И дайте ему знать, какой имидж вам больше всего нравится. С гоути или побритый. Так что и дайте мне знать о вашем интересе, чтобы мы вас могли познакомить. Боб готов к отношениям, он готов жениться на той правильной женщине. Сейчас мы эту идеальную женщину ему ищем.